Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу предложить вам сегодня связать со мной вот такой красивый аранский узор. Смотрите, ромбы затейливо переплетаются между собой на фоне изнаночных и лицевых петель. Смотрите, как интересно смотрится узор. Прекрасно подойдет для вязания кардиганов, для вязания мужских изделий. Очень мне понравился этот узор, и давайте мы его свяжем. Узор, в принципе, не сложный. Схема будет перед вами. Раппорт узора составляет 20 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Вяжем первый лицевой ряд. 3 лицевых, 4 изнаночных, 6 лицевых, 4 изнаночных и 3 лицевых. Я забыла сказать, что мы на спице набираем 20 петель плюс 2 кромочные. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Эти ряды я в видео буду пропускать, я буду говорить только номер ряда. Третий лицевой ряд. 3 лицевых, 4 изнаночных, 6 петель нам нужно перекрестить в левую сторону. Берем дополнительную спицу. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 3 лицевых. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. И далее у нас будут петли до конца ряда по рисунку. 4 изнаночных и 3 лицевых. И в четвертом изнаночном ряду петли тоже вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд. 3 лицевых, 3 изнаночных. Теперь 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Я вот без дополнительных спиц обхожусь. Вот одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. И петлю, оставленную за работой с дополнительной спицы, мы провязываем изнаночной. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных и 3 лицевых. В шестом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Советую вязать не туго, потому что переплетения у нас идут в каждом ряду, и будет у нас стянут узор, если будем туго вязать. Седьмой лицевой ряд. 3 лицевых, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем за работой,
на дополнительной спице. Или вот так же меняем петли местами. Провязываем 3 лицевых. Петля, оставленная за работой, с дополнительной спицы вяжется изнаночной. Затем вяжем 2 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице. Провязываем изнаночную петлю. Петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. И до конца ряда у нас будет 2 изнаночных и 3 лицевых. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9 лицевой ряд. 3 лицевых, 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем будет 4 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли перед работой оставляем, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И далее у нас будет 1 изнаночная и 3 лицевых. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд. Вяжем 3 лицевых, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петля за работой, провязываем 3 лицевых, петлю за работой вяжем изнаночной. Далее будет 6 изнаночных. Четыре петли перекрещиваем в левую сторону, 3 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее у нас будет 3 лицевых до конца ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 6 петель вправо. 3 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Далее 8 изнаночных. И 6 петель перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 лицевые, петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Смотрите, привязали ровно половину раппорта в высоту. Симпатично получается, да? Теперь смотрим внимательно на схему. 15 лицевой ряд и 16 изнаночный ряд мы провязываем петли по рисунку. Здесь нет никаких перекрещиваний и вяжем по рисунку. Давайте самостоятельно провяжем эти 2 ряда, 15 и 16. Провязали 2 ряда, 15 и 16 ряд. Вот как должно получиться. Снова смотрим на схему. 17 лицевой ряд вяжется точно так же, как 13. 6 петель перекрещиваем вправо, 8 изнаночных, 6 петель перекрещиваем влево. Давайте 17 лицевой ряд и 18 изнаночный ряд мы провяжем самостоятельно. И встретимся с вами в 19 лицевом ряду. Вот, провязали еще 2 ряда самостоятельно. И теперь у нас ромб шел
на расширение. После провязывания косичек мы будем этот ромб сужать. 19 лицевой ряд. 3 лицевых. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Затем у нас будет 6 изнаночных. И 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И 3 лицевых у нас будет до конца ряда. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 21 лицевой ряд, 3 лицевых, 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем будет 4 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, провязываем 3 лицевых, петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной. Затем у нас будет 1 изнаночная и 3 лицевых до конца ряда. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 23 лицевой ряд, 3 лицевых, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем у нас будет 2 изнаночных и 4 петли перекрещиваем вправо. 1 петля остается за работой, провязываем 3 лицевых, петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной. И до конца ряда вяжем 2 изнаночных и 3 лицевых. В 24 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 25 лицевой ряд, 3 лицевых, 3 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, 1 изнаночная, 3 петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем сразу навстречу им перекрещиваем 4 петли, это возьму спицу, в правую сторону. 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых и петлю с дополнительной спицы мы провязываем изнаночной. И далее до конца ряда будет 3 изнаночных и 3 лицевых. В 26 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 27 лицевой ряд, 3 лицевых, 4 изнаночных, 6 петель перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 лицевых, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее будет 4 изнаночных и 3 лицевых. И в 28 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это последний ряд раппорта. Любуемся красотой, которую мы связали. 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту такого замечательного узора. Симпатичный узор, очень красиво смотрится. Я буду очень рада, если он вам понравится. Ставьте лайки, если это так.
Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. И зовите к нам своих друзей. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!